Новая модель ТВС-наушников от компании Huawei линейки i, которая оснащена 11-мм динамическими драйверами, имеет поддержку кодека LDAC, оснащена активным шумоподавлением версии 3.0 с 4 режимами работы, функции прозрачности. Также она поддерживает фирменное приложение, имеет систему из 6 микрофонов, время автономной работы до 8 часов на одном заряде наушников и до 35 часов вместе с боксом. Как вы уже поняли, сегодня речь пойдет о наушниках Huawei FreeBuds 6i. И на 5i у меня уже был обзор на канале давным-давно, и они были топами. Но как же на самом деле дела обстоят у новинки, сейчас я вам расскажу. Распаковка. Поставляется данная модель в белой коробке с красными вставками, она очень напоминает упаковки от OnePlus. На ней есть название, краткие характеристики и изображение модели. Упаковка обыкновенная, в комплекте мы имеем бокс, наушники, краткое руководство пользователя, амбушюры разных размеров хорошего качества и кабель для зарядки USB-C. Вес бокса 33,8 грамма, вес одного наушника 5,4 грамма. Габариты бокса и наушников вы видите на экране, все в пределах нормы. Звуковод имеет выступ для удержания амбушюр и обыкновенную сеточку. Оформлен звуковод неплохо, но хотелось бы металлическую сеточку за такие-то деньги. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по смартфону Poco X6 Pro. Условия просты: подписаться на канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге и подписаться на телеграм-канал скидок, и вы автоматически в розыгрыше. На стримах присутствовать не обязательно. Победите, я вам напишу. В продаже имеется черная, белая и фиолетовая расцветка данной модели. К сожалению, такой серой расцветки, как у модели 5i, нету. Бокс изготовлен из глянцевого пластика, тактильный материал, конечно, приятный, и сборка бокса хорошая. Но, учитывая стоимость, материалы могли бы быть более качественными. То же самое касается и наушников. В кармане бокс практически не мешается, так как он не особо габаритный. Царапины за время моего использования на нем не появлялись, что радует. Далее. На корпусе расположили название производителя, LED-индикатор, кнопку для сопряжения и разъем Type-C. Открыть одной рукой крышку бокса можно без затруднений, крышка в открытом состоянии фиксируется и самостоятельно не захлопывается. Шарнир пластиковый, но хорошо, что люфт у крышки минимальный. Хлопок звонкий и слегка раздражающий. Внутри бокса находится краткая информация мелким шрифтом и 2 вертикальных места под наушники с 2 контактами для зарядки в каждом. Наушники в боксе слегка гуляют, чтобы вытряхнуть их из бокса с открытой крышкой нужно будет приложить усилия. Извлекать наушники не проблематично, но и не сказал бы, что прям комфортно. Переходим к наушникам. Изготовлены они из глянцевого пластика, внешне они слегка отличаются от прошлой модели. Сборка наушников отличная. Что касается посадки, то она комфортная и плотная. Из ушей выпирают наушники не сильно, при длительном прослушивании музыки дискомфорта не доставляют. Во время пробежки или какой-то активности из ушей они не вылетают. По сравнению с 5i данная пара сидит более плотно. Далее на корпусе расположили 2 контакта для зарядки, 6 микрофонов в общей сумме, надпись Huawei, маркировку Left и Right и сенсорные области. Из тапов на борту плей-пауза, переключение треков, регулировка громкости, вызов голосового ассистента, ответ-сброс вызова, переключение между режимами шумоподавления, одиночного тапа, кстати, нет, и ложных срабатываний, разумеется, у меня не было. На тапы откликаются наушники хорошо, как и на свайп для регулировки громкости. Настроить тапы возможность есть. И хорошо, что нет необходимости отказываться от каких-то команд для того, чтобы полноценно пользоваться управлением. Озвучивание сопровождается женским голосом на английском языке. Летим дальше. Оснащены Huawei FreeBuds 6i 11-мм динамическими драйверами. Диапазон частот от 14 Гц до 40 кГц. По кодекам есть поддержка AAC и SBC, а также кодек LDAC. Активное шумоподавление версии 3.0 на борту. ANC имеет 4 режима работы, такие как ультра, обычный, комфорт и динамический режим с автоматической регулировкой ANC в соответствии окружающего шума. Работает ANC корректно, все режимы настроены отлично, но ANC заметно сильнее, чем в прошлой модели. Теперь даже с минимальной силой ANC есть ощущение вакуума, что может вызвать головокружение. Опять же, это все индивидуально. Лично мне некомфортно пользоваться ANC в домашних условиях, только в метро или в подобных шумных местах. Звучание, к слову, с включенным активным шумоподавлением слегка хуже, но не критично. Пассивная шумоизоляция самих наушников неплохая, функция прозрачности мне понравилась, так как разговаривать с собеседником на улице, не снимая наушники, можно без проблем. Плюс есть режим усиления голоса. ANC и функция прозрачности могут работать даже с одним наушником, что для многих будет плюсом. Далее, заряд наушников в шторке отображается по одному, они работают, переподключение сопровождается системными звуками, но музыка включается моментально без заметной задержки. Наушники автоматически подключаются после открытия
открытия крышки бокса с ранее сопряженным устройством. Анимации есть только в паре со смартфонами на операционной системе EMUI. Удобно, что есть режим снижения задержки, полноценный мультипоинт до 2 устройств, а также инфракрасные датчики обнаружения, которые показали себя отлично в повседневном использовании. Вдобавок, эти функции можно настроить или отключить по необходимости в приложении. Далее, емкость аккумулятора бокса 510 мАч, полный цикл зарядки занимает не больше 1 часа 15 минут. К сожалению, новинка не удостоилась технологии беспроводной зарядки бокса, за что, конечно же, минус. Емкость аккумулятора одного наушника 55 мАч, полный цикл зарядки от бокса занимает 55 минут в среднем. По заявлению производителя, на среднем уровне громкости по кодеку AAC они прослужат 8 часов, прослушивая музыку. По моим тестам, время автономной работы по кодеку LDAC на 65% громкости без включенных различных режимов и функций 5 часов 45 минут, что довольно неплохой результат и слегка больше, чем у прошлой модели. С боксом они могут прожить около 25 часов, быстрая зарядка на борту и 10 минут подзарядки могут продлить время автономной работы еще на 3 часа прослушивания музыки в тех же условиях. Летим дальше. Наушники имеют стандарт водонепроницаемости IP54. Разумеется, я скупал их в проточной воде, в итоге они выжили и никак не пострадали, но я вам однозначно не советую окунать их в воду, максимально можно не бояться мелкого дождика, а также того, что во время тренировки они выйдут из строя из-за пота. Далее, для полноценного использования можно установить приложение под названием AI Live. В приложении на главной странице с наушниками можно увидеть заряд наушников у бокса по отдельности, ко всему в процентах. Далее есть окошко функции мультипоинта, окошко настройки ANC и функции прозрачности, вкладка аудиоэффекты, в которой есть 4 уже предустановленные эквалайзера, плюс можно создать собственный 10-полосный эквалайзер, что несомненно хорошо. На настройку данная пара откликается корректно, но, к сожалению, упрощенные функции персонализации звучания здесь нет. Далее есть вкладка «Качество звука», в которой можно выбрать приоритет качества звука или соединения, вкладка с настройками управления, поиск наушников, проверка посадки и обновление прошивки. К слову, мне обновление уже прилетало. Каких-либо функций наподобие пространственного звука в данной модели нет. Bluetooth версии 5.3 по моим тестам даже с включенным кодеком LDAC через одну стену наушники не отваливаются, как и через две, но вот на улице встречались фризы. Задержка на YouTube незаметна, в целом, как и в играх. Играть, смотреть видео, фильмы и не только можно без проблем. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны отрабатывают хорошо, не скажу, что прям намного лучше, чем прошлая модель, но достойно для данной ценовой категории. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных наушников Huawei FreeBuds 6i. И, как вы помните, 5i были просто эпичной штукой. Надеюсь, что аккумуляторы у вас не просели и они вас все еще радуют. Но не будем о том, стоит ли брать или не стоит. Однозначно нужно принимать решение только если вы послушаете FreeBuds 6i. И да, есть магазины, в которых можно это сделать. А еще есть друзья, которые купили, и вы можете проверить, пока они их юзают. Но рассказ не про это, рассказ про то, что вот так будут отрабатывать микрофоны. Звучание. Как многие знают, прошлая модель отличалась качественным звуком, и 6i не исключение. Но скажу сразу, что большой разницы прям нет, и, возможно, вы ее даже не услышите. Самое основное отличие — это низкие частоты. В 6i они стали еще более мощнее и объемнее. Теперь по порядку. Запас громкости хороший. Лично я прослушивал музыку не выше, чем на 60% громкости. Середина отлично проработана, высокие звучат
звучат отчетливо и выразительно. Легкой каши, как в 5i на максимальной громкости, я не обнаружил. Сцена широкая, звучание хорошо сбалансированное и детальное, инструментал различим, вокал как мужской, так и женский данной паре дается без труда. Отмечу, что я тестировал 6а с различными функциями, предустановками, кодеками, но сейчас я говорю о стоковом звучании по кодеку LDAC. Что касается персонализации звучания, то в целом для большинства подойдет стоковое звучание, но я подкручивал звук и в итоге смог добиться более оптимального лично под себя звука. Хорошо, что для этого предоставили полноценный кастомный эквалайзер. Из минусов нет ползунка регулировки системы ANC, а точнее хотелось бы иметь хотя бы один уровень силы ANC послабее. Нет беспроводной зарядки, нет упрощенного кастомного эквалайзера, нет возможности переключить режимы шумоподавления через тапы. Материалы, учитывая стоимость, могли бы быть, мягко скажем, и получше. Также к минусам отнесу расцветки, так как подобные расцветки — это стандарт для Huawei. И этим не удивишь, нужно что-то новенькое и интересное. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании, там всегда много полезного. Резюмирую, Huawei FreeBuds 6i однозначно отличные наушники по звучанию, как и в плане функционала. Их слегка прокачали по сравнению с 5i, но вопрос заключается в том, стоит ли переходить с прошлой модели на новую. Опять же, если есть финансы и желание, наверное, да. Но лично я бы модель 5i не менял бы на 6i. Подписывайтесь на канал с колоколом. Еще раз огромное спасибо за просмотр. От меня девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.